Что, друзья, всем доброго, прекрасного, солнечного турецкого утра. Посмотрите, какая красота открывается вида из нашего номера. Но это просто нереально. Еще раз доброго вам всем утра из отеля Гранд Парк Кемер. Естественно, это у нас Кемер, Турция. Смотрите, какая у нас атмосфера здесь с утреца у бассейна. Но мы с вами сегодня проходим и мимо бассейна, и мимо пляжа тоже. Даже проходим мимо полотенец и идем сразу на пирс. Здравствуйте. Ну, те, кто смотрел наше предыдущее видео, знают, что сегодня у нас кабана вот здесь вот прямо на пирсе. Так, давайте я вам сделаю обзорчик кабаны. Смотрите, здесь у нас сам павильончик. Раз, два, три матраса таких, подушек куча, столы. Здесь орешки, пальмы, пихта немножечко. Здесь полотенца уже идут синие, вот такие вот. Смотрите, холодильничек, сейф. Кстати, есть, смотрите, сейф большой. Но он здесь ни к чему, мы сейфом даже в номере не пользуемся. Вот во всех отелях последних, где бываем, вообще никогда не пользуемся сейфом. У меня деньги и паспорта, все это лежит в сумке. Просто на мол не застегиваю, даже не парюсь, если честно. В отелях все, что 5 звезд, можно не заморачиваться. Ну, естественно, если оставите где-нибудь на полочке, то это как чаевые могут забрать, но то большую сумму не возьмут. Так, смотрите, здесь у нас 3 пива. Кола, фанта, газировка, кола без газа, водичка. Кстати, достаточно немножко нагрелась. Очень много воды. Хочешь гранатовый, хочешь яблочный, обычный. Много всего. Ну и плюс здесь как бы еще идет обслуживание. Сейчас я вам покажу. Стаканы для шампусика. Сейчас во время как попросишь, они принесут шампусик, либо сами там уже какой-то период. Менюшка. Сейчас я вам покажу, как здесь еще все происходит. Вот. Ну и, конечно, смотрите, прекраснейший вид на море. На отель, на всю красоту. Здесь как раз прыжки, практически с парашютом. Здесь Жанулька лежит, отдыхает. Сразу пришла, заняла, сказала, все, я здесь лежу весь день, меня не трогай. Вот, я сейчас тоже к ней, конечно, прилягу. Ладно, шутка, я здесь уже тоже полежал, уже поплавали, поныряли. Очень классно, смотрите, какой вид, вот так вот прям так. Класс, да? Очень красиво. Самые топовые места это вон те вот, крайне одна и вторая на ту сторону. Потому что там как бы получается вот так вот прям открыто все море с одной стороны, с другой. Вот. Ну, здесь мы взяли, когда уже пришли, это было последнее место, которое мы взяли. Ну, тоже нормально, вот люди сидят, никого не смущает. Отлично. Здесь вообще еще прыжки, мои любимые, я тоже часто прыгаю. Жмите паузу, пишите, как вам кабана. Да, кстати, цена кабаны $100 вместе с обслуживанием, все сюда включено. Немало, но я считаю, что один раз за отдых обязательно надо снять кабану, потому что это совершенно другой отдых, он отличается от общего пляжа, не жалейте денег, потому что в разных отелях тоже разные есть уровни, как я говорил, здесь тоже есть от $20, 50, 100 подходит на гастролейшн, но заранее, прям буквально в первый день, потому что вот мы пришли бронировать, и было только одно единственное место, вот это еще мы 2 дня ждали, то есть все забивают, некоторые на весь отдых снимают, там даже скидку делают, поэтому сразу приходите, сразу броньте одну кабану себе какую-нибудь. Ну, только сначала выберите, потому что они бывают везде разных форматов. Там есть, там, и все по разной цене. Но вот эти самые вообще огонь, да? Смотрите, пока я болтал, как раз принесли фрукты на фруктовую тарелочку. Арбузы, ананасы, виноград, 2 видов слива. Сердечком, смотрите, одна такая. Теперь. Мы уже немножко трапезничаем. Смотрите, здесь вот такое вот меню. Наводите свой телефон, вот так вот прям камеру включаете, как я вот. И у вас откроется меню, и можно посмотреть все, что здесь есть. Но здесь есть все то же самое, что и вот там 24 часа в этом ресторанчике. Сейчас подождем, пока загрузится. Wi-Fi тут немножко плоховато работает. Я бы сказал, даже совсем плохо. Но
потихоньку, если подождать, вот так вот можно загрузить страницу. В общем, салаты все, цезарь, паста, бургеры, гёзлеме очень вкусные. Видите, с сыром, с мясом, это прям вообще очень вкусные гёзлеме. Вот, ну и все остальное, все, что вы видели. Если что, заходите вот прям по QR-коду и смотрите. Но по меню это не значит, что платно. Здесь все бесплатно, но если вот вы ниже пролистнете, увидите, тут и платные есть и пиво, там типа Корона в бутылку, Budweiser. То есть, если что-то любите такое необычное, можно за деньги взять. А так все бесплатно, все включено, как говорится. Так, ну что, пойдемте вместе с вами окунемся. Я вам покажу на самом деле высоту, потому что когда снимаешь на камеру сверху, реально кажется, что высоту вообще не ощущаешь. А вот так вот, когда спускаешься, смотрите, сколько здесь ступенек, как все это выглядит снизу. Я в этот раз вас ни разу не купал, да? Только на берегу. Вот смотрите, какая высота. Вот так вот отсюда. Сейчас плавненько спустимся. Опа! Главное не утопить камеру, чтобы вы, как всегда, смогли ощутить все эмоции, как будто вы сами здесь отдыхаете, купаетесь, плаваете. Вот видите, как мальдивские сеточки. Выглядит вот такая высота. Ну тут метра 2,5-3, наверное. О, классно. Вот так вот выглядит отель с моря. Все давно вам хотел показать. Плавал. Дрон я еще не запускал. Хочу сегодня запустить. О, я вот так вот сделаю. Тихоря. Не хочу ничего согласовывать, неохота. Мы тут на отдыхе отдыхаем. В этот раз, к сожалению, видосов будет мало. Вот, нам может и к счастью. Потому что все равно вы смотрите 2-3 видео с отеля, потом уже интересно. Вот, и я не хочу ничего согласовывать. Сегодня здесь должна начаться музычка. Я так думаю, что здесь, потому что до этого она была там. И один раз всего лишь мы здесь застали, один раз мы уезжали. И когда включится громкая музыка, я прямо отсюда с дрончиком залечу, полетаю, все вам поснимаю, всю эту красоту. Все, друзья, заряжайтесь. Позитивчиком, морем, солнцем, как всегда. Передаю вам эти эмоции, горы, пихты, облепихты наши любимые. Зимой включайте видосы и получайте заряд позитивных эмоций. И обязательно же паузу жмите и пишите, как вам передается ощущение моря. Есть такое ощущение? Как будто вы сами плаваете. Если передается, то наливайте в ванну, залезайте и на повтор. Вот так вот. Вот так вот на повтор вот этот момент ставьте и отдыхайте. О, красота вообще. Так, вот, пользуясь случаем, как говорят, хочу передать привет. Вдруг, если у нас есть кто-то врачи или кто занимается там медициной, вот смотрите, я когда, допустим, делаю сальто назад, вот с такой штуки, там, с той высоты без разницы, у меня потом сводит шею вот здесь вот, и вот эти вот места запястья прям очень сильно сводит. Иногда может на полдня свести. Вот, как будто, знаете, такие ощущения, прям на болевые, прям даже вот в шее вот здесь. Вот если кто-то знает, что такое, напишите, пожалуйста, в комментариях, от чего это и вообще как от этого уйти. Потому что раньше, когда я занимался там борьбой, акробатикой, все было, мы что только не творили, ни от кого не было. Сейчас уже, старее, 36-37, я уже не помню, сколько мне лет. Вот уже появились такие штуки года 3, наверное, назад, 4, может быть, вот началась такая вот ерунда. Очень люблю прыгать, но из-за этого иногда проблема. Иногда голова болит, когда ты рыбкой прыгнешь, вроде аккуратно входишь, все нормально, а голова начинает болеть. Что-то самое не то, если кто знает, напишите, пожалуйста. Буду очень признателен. Что самое время достать бокальчики и открыть шампусью. Такое здесь шампанское. Так, друзья, за ваше здоровье. Слушайте, здесь вообще балдеж, релакс. У нас уже практически целый день прошел. Мы все здесь в бунгало зависаем. Очень классно, очень круто. И на самом деле ощущение отеля совершенно по-другому, когда вы снимаете себе павильончик, кабану, я его называю иногда бунгало. Вот. Совершенно другая атмосфера. Я немножко хочу вам ее передать. Здесь лежит так на сетке. Вот такой класс над морем. Здесь еще сетка такая провисающая, бывает сетка на тяжку. Это не как на батуте лежишь. А здесь она с провисанием, как гамак. И ощущение очень прикольное, как будто Париж над морем. Ну или просто Париж. Классно. Сейчас там начинается шоу-программа. Сейчас я вам тоже покажу, что там будет происходить. Ну и попозже у вас будут вставки из других дней. Я все снимал, все самое интересное. Ничего не
ни один кадр от меня не улетел, поэтому у вас все будет сейчас. Так, давайте раскат. В общем, каждый день в 4 часа дня либо здесь, на пирсе, на сцене выступает какая-нибудь программа, там шоу, группа какая-нибудь, либо вон там, возле бассейна. Я вам все покажу, все видюшки вы увидите, я все покажу. Сегодня что-то типа живой музыки вместе с электронной. А до этого были очень классные танцы, много-много всего интересного. Видосик сейчас вы увидите. Ну а днем происходит вот такое мероприятие. Жаришку можно поскакать. Главное много не скакать, то очень жарко. Время 7 часов вечера. С 10 часов мы отсюда даже не уходили на берег. Такая вот кабана. Все включено. Пул-бар, который находится возле бассейна, ну и главного корпуса. Здесь у нас рядышком бар. Он днем работает, и вечером, кстати, по напиткам есть Valentine's, есть Bells, 2069, Red Label, GB. Это из виски, да, из рома есть Гавана Клаб, Каптен Морган, Альмека серебряная. В общем, выбор очень хороший. Но и есть также местные напитки, поэтому если вы просите таблицу кола, просите сразу или Red, или Valentine's, что-то с колой, то есть конкретно. Потому что просто скажете из кола, вам нальют местный, потом будет болеть голова. Лучше сразу просите оригинальный напиток. Ну и так, шампанское, вино, пиво, кола, фанта, спрайт, орешки, там в ящиках, кофе, все, что есть, все, что хочешь. Ну и веселый бармен, конечно. Что у нас новый ужин. И опять раки. А как? Раки everyday, да? Yeah. Каждый день, да? Yeah. Обалдеть, смотрите, раки каждый день дают. Горы раки с соусом. Да, спасибо. Мясные нарезочки. Ну, в общем, я думаю, у вас просто будет в одной видюшке все видео с ужином. Я все прям снимаю и в одном месте компоную, поэтому если что, если у меня другая одежда, значит это другой день. Так вот для обзорницы здесь есть. Это все я вам показываю. Там сесть и на улице с живой музыкой. Сегодня новенькая, смотрите, тако вот такое появилось. Ее такая мисочка, кебаб Али Назик называется. Не знаю, что это такое. Похоже ли печенка какая-то, может что-то такое. И ребрышки ягненка сегодня. В общем, я испытаюсь одними раками и еще что-нибудь добавок себе беру. Смотрите, сегодня говяжьи ребрышки. Вот такие вот аппетитные. Всякую обычную еду я, может, наверное, не буду снимать, совершенно ягненок. Буду такое что-то вкусненькое, потому что, ну, как бы все стандартно, вы уже все знаете, куча сыров, куча овощей, чтобы видос не затягивать, да, чтобы быстренько, оперативненько. Всякие вкусняшки каждый день буду снимать. И сегодня, смотрите, вкусняшки, опять раки, что за второй день, и второй день раки на ужин. Красота, да? Раки. Живая музыка сегодня опять. С тетей играю. И здесь прям море. Знаете, ощущение, как будто на каком-то берегу моря на лайнере плывешь. Музыка играет, море прям вот так вот. Сегодня еще сате из говядины по-китайски. Лапша с овощами. Вот так вот на сковородочке готовится. Здесь у нас огромное количество лотков с мясом, с рыбой. Показывать тут сложно, потому что вы ничего не увидите, надо каждый просить, чтобы открыли. Но здесь есть все: мясо, рыба, овощи, отварные, все, что хотите, картошечка, печеный, пиде, много хлеба. Здесь пекут, все выпекают, там печечка. И здесь у нас много разных вкусняшек, турецких, не турецких, тортики, шмортики, все что угодно. Вот такой вот уголок, вот так вот. И здесь у нас большое количество фруктов. Вот здесь еще турецкие сладости. И вот они, фрукты. Арбузы, дыни, виноград. Смотрите, такой крупный. Много всего, киви даже есть. Ну, еще одна ставочка, еще один ужин. И опять раки. И еще сегодня суши дают. Вот так вот. В общем, еда тут обалденная. Я каждый день ем раков и немножечко мясца. Ну, а сегодня вечером вот такая программа. Поэтому можно судить, что это не чисто молодежная отель. Вот такие вечера с живой музыкой тоже бывают. Здесь на входе еще есть пиво прямо из бутылок. Всем раздают уже бесплатно. Спасибо, внимание. Ну и как вы уже поняли, я вам делаю вставки с разных дней, что в каждый день происходит. Поэтому вы для себя понимаете, что происходит. И дискотеки, и живая музыка, и шоу-программы всякие. Ну и несколько дней мы отсюда еще уезжали, что-то пропустили. Сегодня у нас другой вечер и вечеринка в стиле «Бумажный дом». «Бумажный дом» — это такой сериал. Если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Очень интересный сериал. Сначала может показаться вкусновато, но потом вы втянетесь. Мне очень понравилось.
надули такие огромные фигуры. И все очень стильно, красиво. Sello muoio da partigiano. Сегодня у нас новый день, последний, мы сегодня улетаем домой. И у нас сегодня новая кабана, в прошлый раз мы были вон там. Сегодня мы взяли вот здесь вот по 60 евро, вон те, кстати, по 15. И туда включено эти орешки и безалкогольные напитки официант носит. А вот мы взяли за 60, потому что такой лайфхак сразу. В 12 часов надо выселиться из отеля, из номера, освободить номер. Здесь не продлевают ни за деньги, ни бесплатно, потому что отель в полном стопе. И нас просили прям уже в 12 все отдать ключи, им прям выселиться, ни на час даже не продлевают. Поэтому мы решили, даже если был бы номер, кстати, свободный, зачем его продлевать, там доллар за 30, за 40. Тогда можно взять себе кабану, у нас поздний выезд, в 7 часов вечера мы должны выезжать. И мы решили взять кабану, и все, зачем нам номер, сейчас 12 сходим сдадим и будем здесь находиться. Поэтому так вот можно и за 15 взять. Смотрите, кстати, вон те белые кабаны, они даже дороже, чем вон те мальдивские, как я их называю, на пирсе. Эти по 110 долларов, мальдивские по 100. Ну, мальдивские, то что мальдивская сетка. У нас в кабане прилагается бонусом лежак с зонтом. Вот, там 2 лежака. Пойдем покажу вам. Здесь душ. Вот так вот. Здесь чуть поменьше места, чем в той, который на пирсе, но нам больше не надо. Сразу надо здесь орешки, здесь есть кнопка вызова официанта. Офисуси вам принесет все, что хотите. Холодильник, бар, ну тут все стандартно. Пиво, газировка, кола, фанта, такая вода, такая, какая хочешь. И сейф большой, но сейф не обязательно вообще. Ой, здесь сверху есть вентилятор, смотрите, чтобы жарко не было. Нам сразу принесли шампусик со льдом, бокалами. Я нашел кнопку управления вентиляторами. Значит, его так колбасит. Но зато дует сильно. Сейчас как грохну. Так, ну что, из номера нас уже выселили. Все, 12 часов. Номер сдан. Но мы здесь голодными не останемся. Все по меню, тоже так же, как и в той кабане. Заказываешь. Все приносит, все вкусняшки, шампусик, любые напитки. Все удовольствия. Будем жить здесь до вечера. Сейчас пришли в ресторан 24 часа покушать. Ну, внутрь охладиться хотели, я только майку забыл. Пришлось на улице сесть, в общем, не охладили. Смотрите, каждый день здесь отель чем-то удивляет. Смотрите, сейчас какие-то там надули фигуры. И все что-то везут какие-то ананасы, арбузы. Огромное количество. Сейчас посмотрим, честно, там будут удивлять. Ну что, сегодня тропическая вечеринка, Tropical Party. Пойдем посмотрим через эти джунгли. Вот таких огромных зверей надули, столы расставили. Главное банды не хватить. Вот, смотрите, как это много. Такое огромное количество фруктов привезли. Как сейчас будут делать коктейли из фруктов? Вот так вот, смотрите, красиво. Фрукты разложили. Сначала все на старте вышли небольшая чередичка. Свой коктейльчик за вкусные налиты уже. Я возьму ананасовый коктейльчик. Так, что-то там внутри. Там внутри коктейльчик с ромом. А вот она другого цвета коктейль. Думаю, через несколько минут, через 10 часов уже улетаем. Очень классно. Прощание с отелем. Как вам, друзья? Супер, да? Единственное, конечно, минус. Все очень круто, все классно, но перебор по звуку. Стоишь в колонке, одни мух потом просто закладывать. Надо немножко звук потише. Вот. Надеюсь, потом убавить. Вот. Ну а так все очень классно. Конец, это, конечно, очень крутое прощание с отелем. Все, трансфер приедет у нас, вот прям движной. Ну, вы видите, что происходит в отеле. Поэтому, если вы любите веселье, шоу, да, помимо релакса, то
welcome, конечно, очень круто. Если не любите такие вещи, то, конечно, отельчик не для вас. Вот, ну, я уже говорил об этом, показывал. Можно релаксовать полдня, потом 4 часа здесь какое-то мероприятие, прийти тусануть здесь или там, потом опять релаксовать, вечерком там дискотека. Бывает, что-то меняет, живая музыка, но очень классно, что не каждый вечер здесь разный, каждый день разная тематика. То одно, то другое, то третье. В общем, я думаю, все вы увидели, все, что здесь было за всю неделю, все вам включил. Так, ну смотрите, за этим фудкортом 24 часа есть детская площадка. Вот такая вот, качельки, лазилки, батут небольшой. Там проход у нас в мини-клуб. Здесь дальше еще номера идут, там дальше другой отель. Вот так вот, там мини-клуб. Сейчас не пойдем туда, но он есть. С 9:30 до 5:30 работает, диджей у них там, всякие мероприятия, все есть. Ну и рядышком здесь есть, смотрите, какие приключения. Горки, раз, два, три, 3 разных горки. Мы с Жанной хотели с самого начала здесь прокатиться, но что-то нет. В общем, сейчас скоро уезжать, как знаете, я должен все пробовать, поеду сейчас с самой высокой горочки. Ну и вас, конечно, с собой возьму. Вот он, а-ля карт ресторан, Watersport, я уже не помню, показывал я это или нет. Волейбольная площадка, вот с этой вам стороны пляжик еще раз. Покажу вам соседний отель. Правда, не знаю, как он называется, но вот такой вот. Ну что, поднимаемся на самую высь. Покажу вам близко номера, платную. Отельчик. Все виды вот так вот выглядит. Пирс, 1, 2 с кабанами. Горки. Море наше любимое, красивое. Вот такая вот красота. И горка. Сейчас поеду. Вместе с вами. Что, поехали? Главное, камеру не замочить. О, супер, вообще класс. Супер. А вот такая склорочка. Ну это правильно, чтобы не было бактерий никаких. Камера мокрая. Здесь возле спа есть такая комната. Можно вещи оставить под сейфом, там кодовый замочек, переодеться, помыться. Ну, сидеть вот так. Ну, конечно же, всеми услугами отеля тоже можно пользоваться, пока вы не выехали из отеля. И опять на ужин на раке. Я реально каждый день ужинаю раком, потом еще что-нибудь. Просто вообще обалденные раки. Да, кстати, кто-то смотрел до конца. Полезная фишка, как всегда от меня. Смотрите, сейчас я в аэропорту или в отеле, можно заполнить на МОС.ру регистрация прибывающих. Регистрация для прибывающих, прям забиваете на МОС.ру или на госуслугах. Все, и тогда в самолете бумажки заполнять не надо. Просто QR-код покажете на выходе. Вот. И что, по тестам на ЕМИАС заходите, сайт прям явно забиваете ЕМИАС сдать тест. Сдаете бесплатно ПЦР-тест на ЕМИАСе. И все, и загружаете его на госуслуги, не надо ничего платить, получается. Там нужен только номер вашего полиса, дата рождения и все. Так что так, но заранее выбирайте дату, потому что сейчас я зашел, в ближайшие дни уже нету. То есть, ну, прям заранее, как на отдых собираетесь, выбирайте дату по прилету, там на следующий день, и там регистрируетесь. Что, друзья, давайте скажем пока-пока этому морю, пока-пока этому отелю. Такой вот был отдых. Ну, я думаю, все плюсы увидели по отелю, все чистенько, все аккуратненько. Напитки хорошие, анимация супер вообще. Поэтому, задаваясь вопросом, вернул себя в этот отель. Да, с большим удовольствием. Очень классный отельчик, очень интересный. То, если он вам подходит, тоже приезжайте сюда, отдыхайте. Все, друзья, как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Заряжайтесь солнцем, морем, вкусняшками, напитками, бассейнами, развлечениями, эмоциями позитивными. Самое главное, чтобы потом их реализовать уже в работе, дома, близким передать. Все, как всегда, огромное вам всем удачи и пока.